Здравствуйте. Это очередной наш объект в Дмитровском районе. Мы делаем крышу на сруб Сергея Черкесова и Александра Чулакова. Здесь двухскатная крыша с входной группой. Будет накрываться кровля керамикой. Сейчас мы сделаем краткий обзор того, что мы успели сделать за эту неделю, за эти 1,5 недели. Что нам предстоит сделать на этой крыше? Это у нас холодная крыша, то есть мы выставляем стропильные ноги, мембрана обрешетка, укладка кровли и укладка чистового потолка, который будет изготовлен из этих досок у нас, из необрезных. Доска 30 будет идти внахлёст друг на друга. Здесь мы применим другую технологию, отличающую от ранее наших объектов. То есть здесь будет потолки более красиво сделаны. Сейчас пройдем и покажем, в принципе, что мы сделали за эти 1,5 недели, как у нас работа идет. Нам сейчас помогает погода, потому что сейчас началось бабье лето, сентябрь. Сейчас тепло, хорошо, не так жарко, как летом, дождей идет очень мало. Ну и из-за этого мы очень прогрессивно и активно строим, чтобы успеть до дождей все это сделать. Пойдемте. Торцы плюс-минус выходят с такими затесами. Что хорошо в этой компании, что они сразу же шлифуют на грубую свои торцы. То есть для шлифовщиков потом во много раз легче торцы обработать. При этом наносят сразу же уже для торцов масло для торцов, которое в принципе как бы закрывает от растрескивания сруб. То есть она его сжимает кольца, и он меньше растрескается. Кровля у нас Мейерхольцен. Вот это у нас чуть-чуть бой приехал. Вот такой цвет у него будет темный. Ну вот. Считается одной из лучших керамических кровель. У нас пропилена штраба под имитацию бруса. Имитация бруса толщиной у нас 28 мм, ширина 185 мм. Материал сосна. Весь конструктив, который мы делаем на этой крыше, он у нас из кедра идет. Это сухой кедр. Брусок не ресмусованный, но очень хорошо напилен. Весь материал, как и стропила, так и обрешетка, и контрбруски. Все это через уплотнительную ленту делаем. Мембрана, как всегда, у нас дельтовская. Соединения у нас везде идет ножницы, так называемые. Вот, то есть, в принципе, это две пластины, которые при пересечении стропил соединены на болт 20. Водостойки у нас здесь будет Aqua System, 125 диаметр желоба. Здесь специально сделали зазор, то есть у нас обвесы будут две доски, вот необрезные, которые мы до этого показывали, и лобовые доски, и ветровые будут у нас из 2 досок. Специально мы здесь набрали расстояние 7 сантиметров, то есть у нас 60 набирается, и сантиметр у нас остается на то, чтобы конденсат скапывал, не по доске бежал, а с капельником. Крепим мы все на желтенькие саморезы. Здесь сделан крепление ножницы, так мы его как бы называем. То есть силовой агрегат, как бы, но шарнирный он идет ножницы.
Ну и еще здесь есть такая, как бы в нашей терминологии, растяжка. То есть это стоит соединение на веранде из профилированной трубы, так как у нас кровли в двух ярусах. И первый ярус, он как бы идет основным для левого крыла маленькой кровли, а второй ярус, он как бы независимый. Получается, вот эта крыша у нас на входе, на веранде, она, получается, по-разному будет скользить. Вот. Вагонку мы используем вот такой ширины. Это у нас остатки валяются, которые на дрова все скорее пойдут. Вряд ли больше куда они пойдут. Толщина ее 28 миллиметров, ширина 195. Ну, практически даже, да, я ошибаюсь, даже 200 здесь. 200, можно сказать. Материал у нас весь был пропитанный антисептиком. Ну вот с этой стороны можно посмотреть еще. Только повесили, то есть сдвоенную доску. Видно наше соединение вот там. Ну и на лобовой доске, на крайней доске стропил, видно, что мы подтапливаем специально все наши шпильки, все шарнирные соединения мы затапливаем. Ну и сейчас вот как кровля выглядит без обвесов и как кровля выглядит с обвесами, можно посмотреть. Также мы сделали, уже здесь все карнизы подшили, то есть у нас фронтонный свес весь сделанный, карнизный свес весь сделан этой доской. Ну и сейчас вот разницу можно увидеть. Дом очень вышел компактным, миниатюрным, очень красивым. Притом здесь как бы еще место очень красивое. Здесь бор. Вроде находишься рядом с МКАДом, там в 20 километрах, 15-20 километрах. Но при этом здесь такая тишина и ощущение, что ты не в Москве. Нас, как сибиряков, очень здесь сильно удивляет, что здесь много растет яблонь, фундука, то есть лещины. Вот. Кубатура вот наших чурочек, это то, что остается с фронтонов. Вот здесь остаток. Ну и вот здесь тоже такой небольшой остаток. Вот мы его еще не успели прибрать здесь. То есть практически из такого дома где-то куба 3 выходит спилки бревен. То есть это фронтоны спиливается. Вот. Вот у нас осталась часть кровли, которую мы сейчас будем укладывать. По профилю, по этому профилю можно сказать, что из вот этих 200 квадратных метров, которые мы как бы сделали там, у нас именно плиток, которые имели такой сильный дефект. То есть у них эта часть, где вот этот дефект проявлялся, что она как бы плитка не прилегала плотно, да, вот. Таких на самом деле плиточек очень мало. В основном вот можно посмотреть, этот профиль очень хорошо подходит. То есть он нету изъянов. И из 200 квадратных метров, всего скорее около, не знаю, там штук может быть 15-20 плиток таких было. Но для нас вот качество именно этой кровли и этой компании, этого профиля, показало очень хороший результат. Мы очень довольны тем, что мы попробовали именно керамику Мэри Квольц. Вот. Нам очень понравилось. Это частная, как говорится, лавочка такая, которая выпускает уже как бы 160 лет ей эта компания. Она выпускает очень качественный материал. Здесь у нас кровля, цвет у нее black, то есть черный. И на деревянном думе она очень сильно красиво смотрится. При этом мы бы советовали в дальнейшем, именно на такие несложные кровли,
ну, как бы двухскатные, там, несколько ярусов, да, еще целой крыши, мы посоветовали керамику, потому что на самом деле она как бы себя оправдывает в том, что она, как я уже в первых роликах давно говорил, керамика задавливает дом. То есть усадка сруба происходит, ну, во много раз быстрее. Вот эта кровля у нас 200 квадратных метров, то есть здесь 8 тонн с копейками, там 8300 где-то, 8400, вес только керамики, помимо кровли. Из-за этого, вот как мы только сделали, укладку сделали двухскатов, у нас первые два венца сразу же зажало. Ну, то есть у нас здесь скрайбинг опять тот же самый, да, те же самые прогибы, которые мы показывали, рассказывали в чеченских роликах. Все то же самое. Единственное, что соединение у нас, оно, как я уже сказал, здесь мы его делаем, наша терминология, оно называется ножницами. То есть это две пластины, с двух сторон обжимающие стропила, 3 болта в каждой из ног. И посередине болт 20-ка, не сыромятный. Вот. Болт, который скручивается, проходя эти 4 пластины, и соединение получается как в ножницах. То есть вот такое соединение. И здесь оно делается более усиленным, потому что, ну, вес кровли как бы больше. Но отличается, и все равно кровля сейчас в это время сильно отличается тем, что у него вес все равно не такой тяжелый, вот как было там в старину. Там одна плитка, вес плитки мог доходить там до 5 килограмм. Если сейчас данные как бы комплектации, вот у нас он 4 килограмма. А есть керамика, которая 3,8 даже на вес. То есть уже более облегченная кровля. Благодаря вот этому слою ангоба, который в принципе как бы при замерзании, то есть кровли, то есть при температурах он, ну, большой процент дает срок службы кровли. То, что сюда не впитывается ни влага, вот, он, соответственно, долго служит. Именно вот этот профиль придумала именно компания Marikholz. В этом году будет 50 лет этому профилю. То есть, можно сказать, юбилей этого профиля. Ну, как поверье существует, что в Австрии, что в принципе как бы это они этот профиль выдумали, придумали, и его до сих пор никто не может сделать такого же качества. То есть многие слизывают компании, но при этом как бы такого качества вот именно профиль у них не уходит. Вот. Ну, кровля смотрится очень богато. Вот как мы делаем карнизы. Во-первых, мы делаем ровную лобовую доску. То есть мы ее спиливаем очень ровно. То есть там миллиметр у нас, миллиметр один может быть погрешность, но все и длине ската. Чтобы когда мы приделываем карнизные свесы, доску, да, она нам задает линию вот этой лобовой доски. Мы выставляем вот такие каркасы. Это временный брусок, в который мы делаем упор. Да. Вот этот упор, он является для лобовой доски, для обвесов, гранью, которая как бы, ну, не затапливает его и не выпирает. Чем ровнее мы ее сделаем, тем будет лобовая доска ровнее. Ее будет снизу видно, эту линию. Чтобы при такой схеме у нас как бы выходило все как бы, ну, правильно по технологии, мы сразу же узнаем в проекте, ну, когда проект делается, у заказчика узнаем, какие у него будут обвесы. Порой обвесы бывают вагонка, как я вам показывал, шириной 20, то есть в одну линию просто она сюда приделывается и все. Но на таких рубленых домах очень красиво выглядит именно необрезная доска в 2-3 яруса. То есть обвесы бывают, как я говорил, до 65-70 сантиметров, но это большой диаметр, и высота дома там, ну, 1,5-2 этажа должно быть. На одноэтажных домах, ну, как бы предпочтительно делать либо в одну доску, либо в 2 доски. Вот. Тогда мы сразу же заклад делаем под эти лобовые доски. То есть мы берем на лобовую доску, прикручиваем брусок 50 на 50,
который у нас является опорным для конденсационного капельника. То есть вот по нему у нас будет стекать конденсат. И он будет попадать, ну, не на доску лобовую, а будет капать, как бы пролетая, не касаясь дерева. Здесь у нас решеточка, которую мы снизу не прибили, потому что как бы тут надо еще почистить будет. Мы тут как бы сдуваем, но на самом деле тут столько хвои, березы рядом, которые просто там засыпали, когда мы крышу делали, они просто насыпали сюда. Вот, соответственно, когда мы поставили этот брусочек, мы уже укладываем первую доску и к ней уже вторую доску. У нас получается технически очень правильный и хороший узел. То есть у нас есть приток воздуха. На коньке у нас стоит коньковая как бы лента под коньковым элементом, которая является вытяжной. Ну и соответственно, как бы при этом раскладе вот уходит такое соединение. Это у нас снегодержатели. Ну, на наш взгляд, вот на наш это субъективный взгляд, допустим, может в европейской части России как бы и нормально ставить снегодержатели в одну линию, да? Так их ставят на втором ряду, ну, предпочтительно. Но так как у нас скользящая крыша, то есть мы их поставили на третьем ряду, потому что у нас здесь проходит мурлат. То есть вся нагрузка снега, которая будет, ну, за зиму собираться на снегодержатели, она будет давить на мурлат, а не на перевес кровли, то есть не на карниз. И субъективно как бы наше мнение, что снегодержатели в этом случае, то есть хорошо еще ставить чуть выше, то есть либо крючковые, которые по всей кровле раскиданы, что они чуть-чуть будут сдерживать снег, потому что, ну, из нашего опыта вот здесь в Подмосковье мы видели, когда если оттепель приходит и до этого сугроб намело большой, да, то снег по инерции, набирая скорость, просто вырывает снегодержатели в основном. То есть, ну, он заминает сетки, есть трубчатые снегодержатели, которые как бы, ну, просто улетают. Ну и при этом, то есть классический это вот такой снегодержатель, а существуют еще крючковые, на которые в принципе можно укладывать бревна. Они очень смотрятся, ну, декор как бы для кровли очень красивый, потому что, ну, с рубленым домом как бы такая, можно сказать, дичь получается. На кровле еще бревна лежат. Да, опять же, наше субъективное мнение, что в принципе лучше ставить не одну линию снегодержателей, может быть даже две, как бы разбивать на равное расстояние, либо крючкообразные снегодержатели. Ну, пойдемте посмотрим внутрь. Сначала наши потолочки. Потолки у нас сделаны из необрезной доски. Есть два вида изготовления таких потолков. То есть первый принцип потолков — это когда широкая нижняя часть идет и узкий нащельник. Вот в данном случае у нас здесь широкий нащельник, узкая часть. Вот в этой комнате мы сделали именно так. Все примыкания к срубу, они запиливаются через четверть, ну и выходит ощущение, что доска летает со срубом. В этой комнате у нас сделано наоборот, то есть мы решили так как бы поиграться. Здесь нащельник узкий, а доска нижняя, она более широкая. То есть тут более, можно сказать, чаще уложена доска. Если там у нас уложено 17 досок, то в этом случае здесь 19 досок у нас сделано. Вот такой потолок из кедровой доски, отшлифованной под зерно 120, изготовлен на этом доме. В сан-узлах и в
в комнате в кочегарке. Там потолки у нас сделаны из вагонки. Тут строганная балка положенная, 150 на 200 сосна. И сверху у нас, соответственно, укладывается имитация бруса 195 шириной. Это вот такая комната. На этом объекте мы будем делать шлифовку в следующем году. Вот это у нас кухня. Чем красивы вот такие потолки в таких рубленых домах, и они очень как бы гармонируют с домом, тем, что прежде у них очень красивые видовые балки, то есть бревна лежат, массивные бревна с сучками, как бы оно придает естественный вид как бы дому полностью в интерьере. То есть, и соответственно то же самое у нас здесь доски кедровые. И здесь, я так понимаю, что вот это кухня, а здесь будет трапезная. То есть, ну, тоже в таком исполнении. Есть еще укладка необрезной доски, когда кромка у доски, она именно как бы не закругленная, а с острым срезом. То есть образно можно сказать вот с таким. Вот есть вот такой пологий срез. Да, но кому-то нравится вот так вот укладывать, что практически срез он 90 градусов идет. Ну и соответственно по форме древесина там, сучков и все остальное. На один скат у нас ставится здесь две воронки приемные. То есть мы решили их поставить в угол, так как бревну как бы будет скрывать, ну, акцент будет тогда убираться с бревна, то есть рассеиваться будет трубой сливной. То есть из-за этого мы сделали в углах, как в принципе мы везде делаем на своих срубах. Вот с этой стороны дом приобретает такой очень гармоничный, красивый вид. Посмотрите. На карнизах у нас исполнено, то есть карнизы впилены во фронтоны, есть усадочные зазоры в двух частях, кроме конька, то есть в слеге и в маурлатине. Все обвесы у нас заказчик покрасил уже, хоть мы его и уговаривали, что как бы это делать не нужно, потому что в основном ни один заказчик из нашей практики не знает, в какой цвет он будет красить дом. И бывает так, что карниз, ну, обвесы покрашены, да, а потом, когда начинает красить дом, он как бы контрастирует очень сильно, то есть и переделывает доску. Ну, как бы желательно не красить, то есть обвесы просто можно покрыть базой и на этом остановиться. С этой стороны у нас тоже сделаны две воронки приемные, также в углы. Исполнен у нас снегодержатель Ровел. Вот. Эту всю работу мы произвели, то есть начали
27 августа. Правильно, Константин? 27 августа мы ее начали. То есть здесь мы сделали межэтажное перекрытие из необрезной доски, утеплили его 200 миллиметров, сделали крышу, конечно же, которая у нас составила 215 квадратных метров керамики. Крыша у нас вся холодная. Зашили карнизы, повесили водостоки, поставили снегодержатель. Ну, на этом все, ребята. Мы сейчас едем на другой объект. Компания «Кедровый дом» Красноярская. Там будем делать крышу тоже в 600, по-моему, 12 или 15 квадратных метров. Дом, баню и гараж. Будем тоже снимать. Крыша там очень интересная. Ну, всего хорошего, счастья вам. До свидания.